Ребята, привет! Бардачелла посреди коридора. Собираемся на отдых. Собираемся на отдых, и у меня дилемма насчет полива орхидей. Я уже пару локаций пролила, но теперь думаю, не рано ли я это сделала. В этой локации я еще не поливала. Красотки мои, красавицы. Ну вот смотрю, вроде как веломен. У меня еще есть 2 дня. Еще горшок тяжеловат. Это из той оперы, как надолго можно оставить орхидеи и уехать на отдых. Здесь я смотрю, что вроде как и сухой мох, но мне кажется, что здесь ниже все-таки еще корни веломен влажный. Думала сегодня пополивать. Нет. Единственное, что вот эта красота Сан-Франциско, девочки, цветет и цветет как ненормальный. Он, конечно, уже требует полива. Но я думаю, что я завтра уже полью. Еще веломен живой, не схлопнутый. Вижу, вот берет питание из листьев, устал от цветения. Вот растит новый лист и берет из листа старого питания. Короче говоря, вот его обязательно, я ему вообще практически пол горшка наливаю воды, и ему хватает там на неделю. Ой, главное, чтобы ничего не помешало, чтобы мы собрались и уехали. Буду вам вести репортажи из нашей поездки. Давно мы не выезжали. Ой, кстати, смотрите, арфа уже все скидывает. Хочется немножко проветриться. Я сегодня прям хожу и смотрю, кого надо полить срочно, а кто потерпит. Прям хочу дотянуть до самого отъезда, чтобы пролить их. Ну, какая красота. Смотрите, какие лапочки. Полить их перед самым отъездом. Но вот здесь тоже еще влажновато. Видно, что кора влажная. Боже, это эти не водоросли, водоросли. Не к морю еду, не к морю. Мох так растет, видишь, активировал свой рост. Еще нормально. В общем, здесь на стеллажике нормально. Слушайте, меня Joyride прямо порадовал летним цветением. Он только отцвел. Я ему поснимала все бутоны засохшие, пообрезала там несколько вон цветоносов, видите, штурпаки торчат. И он все-таки выдал еще один цветонос. Я ему говорила, говорю, ты что, ну зачем? 2 бутона. Зачем было затеваться? И смотрите, Sunset Love уже такое растит на краешках цветоноса, что просто вообще. Надо, наверное, просто обрезать. Ну, я не знаю, оно такое что-то вот в жару, да? Наталья здесь, Айко. Девочки мне говорят, у вас это не Наташа Айко. Девочки, ну, я покупала, как Наташа Айко. Просто есть там еще одна орхидея, которая похожа на нее. И я остаюсь с мыслью, что это все-таки Наташа Айко у меня. И вот Наташа новый листик растит. Вот так вот. Биглип тут еще цветет. Ну, в общем-то, я думаю, что я уже перед самым отъездом быстренько пролью эту локацию. Тут немного, хоечек пополиваю, все пополиваю. В общем, девочки, всегда оставлять их очень волнительно, без присмотра, очень волнительно. Я никому не поручаю. Думаю, что нам неделя отдыха достаточно будет. И за неделю с ними ничего не случится. Так я думаю. Вот эти шторы я все поопускаю. Ничего страшного, если они неделю не будут получать прям свет. Будут в полутени. Отдохнут от жары. Вот так вот. Здесь у меня еще цветение вовсю, никак не закончится. Открываю окно. Были кондиционеры включены. Тоже опущу шторку. И здесь уже остатки цветения. Но я недавно поливала. Вот, например,
этот красавчик еще прям мокрющий-мокрющий. Я пройдусь, посмотрю. Девочки, хочу вам показать пенифа. Ой, надо было не говорить, чтобы вы узнали, кто это. Узнаете? Вот в жару вот такая вот акварелька. Представляете? Какая прелесть. Я вам покажу для сравнения его зимний цветонос с остатками цветения. Вот. Вот какие мы должны быть. И вот что мы растим. Это вот недавний цветонос, который формировался в жару на 3 бутончика. И такая милота. Здравствуй, пениф. Это просто капец. Так, эта беляночка все еще цветет у меня здесь. И, кстати, видите, съедает лист. Не хватает ей питания. Ее, кстати, я, наверное, все же пролью перед отъездом. Есть такие вазоны, в которых необходимость полива намного чаще. Ой, все? Ты уже все? Вот ее я обязательно полью. А может быть, всем по чуть-чуть дам, так по чуть-чуть. Даже если кто-то влажный, ничего страшного. Да? Ну и, конечно же, я пролью свой стеллаж. Девочки, Патрик после нашей пересадочки вроде пока все неплохо. Скинул, там было 2 цветка при пересадке, уже отцветает. Но пока роста корней я не вижу. Нету пока роста корней. Тут сидит себе, да и сидит. А, рост корня вон идет от шеи, видите? Я думаю, что все будет с ним хорошо. Листик после пересадки в эту вазу уже так подрос. Вот он влажный хорошо. У него там нормально. Я вот так вот водички на 2 пальчика наливаю, и мох поднимает. Так, в принципе, все окей. Все здесь окей, все здесь красиво. Единственное, что, конечно, малыши. Вот малыши, особенно, ну, плагрон, я вам скажу, не так и быстро прям просыхает, как все говорят, что пересыхают. Ну, вот здесь видно, полстаканчика уже такие сухие, но внизу есть испарина. Это моя детка от вот этой Тамары. И вот, кстати, вот эту детку у меня девочка уже попросила ей оставить. Вот эту, видите? Вот там, как у балерины, растет у нее ножка. Уже забронировали. А эту, конечно, я себе оставляю, потому что иди знай, как может повести себя материнское растение и что может с ним вдруг случиться. Как будет цвести эта детвора, конечно же, я не знаю. Так, вот эти наши, помните, что мы пересаживали 4 орхидеи, осталось от них 3. Слушайте, а где паспорт я делала? Не вижу паспорта у этого. Кто это был? Что, я куда-то паспорт воткнула, я его не вижу. Ну, в общем-то, давайте смотреть на состояние. Листик появился. Видите, корней новых еще нет. Он там имеет немного своих корней, не все пропали, и тяжи. Я поснимала, видите, вот эти ниточки, это тяжики, это то, что находится, это то, что и называется корнем орхидеи. Вот этот корень, вот такая волосинка, проволочка, она покрыта клетками виламена. А виламен, он как губка запасает влагу. Вот и все. И в первую очередь сгнивает, когда неправильный уход, пропадает виламен. И мы говорим о том, что орхидея сбросила корни. Но если вы оставите тяжики, не обрежете все сразу, снимете вот такой вот виламен нехороший, здесь он тоже не шибко хороший, но оставите тяжики, на тяжиках она еще может хорошо пожить и будет запас времени. Так я и не сняла эти этикетки, надо снять, на то, чтобы начался новый рост корней от шеи, если таковая имеется. Вот вторая, вот это Фортуна. Фортуна, она тут вся на тяжах. Та Фортуна, которая бабочка. Я поснимала, помните, виламен весь пропавший. И, в общем-то, смотрите, вот вам пример. Корней, клеток виламена не осталось. Корней с виламеном не осталось. Остались одни тяжи. И вот уже сколько времени прошло.
Вот она даже все в порядке. Все в порядке с ней. Ну, если это можно так назвать, все в порядке. Жива, тургор не теряет, все неплохо. Я просто подливаю водичку туда вниз на пальчик, вот так вот, и все. Вот смотрите, хороший тургор. Не слышно. Ну, тургор нормальный. Для орхидеи без клеток виломена очень даже неплохой тургор. Вот еще третья. Та, которая Sunset Love, 4-я была, она развалилась. Это у нас кто? Тоже он у нас без клеток виломена. Они все с корнями, с этими вот, с такими тяжиками. Это лава, Radiant Lava. Ой. Она, видите, скинула вот один лист, отсушила, но растит новый. И вот она тоже, девочки, на вот этих тяжиках сидит. Ждем снова роста корней. Надо, конечно, чтобы шея была, чтобы откуда корням растить. Ну, хотя бы вот по одному корешку, если бы пошло. Я, кстати, брызгала на шею средство, которым я орошаю корни при пересадке орхидеям. Польское это. Не знаю, поможет, не поможет. Пока я вот здесь, ну, тут надо раскапывать, но пока я не вижу новых корней. В общем, 3 живы-здоровы. Это для тех, кто интересуется. Посмотрите видео про то, как оно называлось, девочки. Сколько можно получить орхидей в один день. Ну, месяц назад, 2 месяца назад. Вот эти 3 орхидеи остались. Sunset Love развалился. В каком-то из видео в конце я показывала, как Sunset Love просто распался на части. Так, что тут у нас еще? Давайте посмотрим. Вот эту, помните, я тоже, она у меня там плохо себя чувствовала, орхидея. Вот я ее тоже так, там не осталось корней, одни тяжи. И вот тот случай, про который я вам говорю. Вот корни от шеи начали свой рост. Не шибко так прямо активно, но растут. И листики там растут такие, видите, вот, ну, соответственно, если корней нет, то ждать большого красивого листа не приходится, потому что нету влаги, которая бы питала эти большие красивые растущие листья. Так, а это я поливала, и вот здесь смотрите, что тут произошло. С какого-то горшка, я думаю, что с этого натекло. Привет, красавчик. Думала его пересадить, все никак не дойду. Это вот бабочка, которая процвела не бабочкой. Джеймс Страйп, по-моему, так она называлась. Так, кто у нас еще? Здесь из пересаженных. Вот здесь у меня... Девочки, надо брать тряпку и вытирать. Мне прям это триггерит. Здесь у нас в мхе красотка. Так, надеюсь, что вы все будете живы и здоровы, когда я приеду с отдыха. Вы от меня отдыхайте. Никто вас не будет тут трогать, переставлять. Вот смотрите, наша Виктория Лейс, которая тоже там минимум корней было. И вот я ее так в плагрончик посадила. И вот корешки, видите, как пошли. Вот этих корешков вообще вот этого не было. Вот это такой хороший рост корней. Вот активный корешок, вот вылазит наружу. И вот такой листик она вырастила, адаптационный, из-за того, что мало корней. Вот такие листики растут маленькие, потому что корневая... Вот, короче говоря, сколько корней, такой будет и лист. Когда корней много, лист хороший растет, потому что влаги хорошо попадает. Так, сейчас посмотрим, мы тут еще кое-кого пересаживали, но уже, да, калейдоскоп мы с вами пересаживали. Это все вот недавние пересадки. Калейдоскоп. Тургор не потерял, но начал желтеть лист. Значит, он затеялся чего-то растить. А растит он листик. И что-то ему не хватает питания. И он начал желтеть лист. Ну ладно, он в такой вкусной посадочке мы с вами посадили. У него, кстати, очень тонкая корневая, но влаги хватает.
Но, девочки, я все равно им по чуть-чуть подобавляю и боюсь переборщить. Ну и боюсь, чтоб не пересохли. Да, вот тут явно еще влажно. Ну, посмотрю. Может, и оставлю. Может, столовую ложку добавлю, да и все. Чтобы уже самоудовлетвориться. Так, кто здесь у нас еще из тех, кого мы пересаживали недавно? Вот, кстати, Леолин Sparrowed Cat. Как он себя чувствует вот в этом эксклюзивном ведре стеклянном? Он красивый так, это как вот эта бабочка. Sparrowed Cat, да? Правильно я говорю? Леолин Sparrow Cat. Прикольная бабочка. Ну вот листик эта бабочка, корней немного было, вырастила вот такой маленький, адаптационный. Вот новый корень, куда он там нырнул, от шеи вышел и нырнул. Ах, какой ты молодец. Он был в мхе, но я что-то на него посмотрела, что как-то он себя не очень чувствует. Вот у него этот еще хороший лист, вот такой в отеках. А листья, которые были ниже, там вообще был кошмар. И я что-то решила его так высадить. Ой, теперь вот попробуй обратно засунь, да? Тут у вас в камере маячит красавчик этот выгоревший, так сказать, Новый год, Санта-Клаус. Выгоревший Новый год. А вот это, смотрите, как распускает свои цветочки, да? Леолин Blue Parrot. Это попугай голубой. Голубой попугай. Утром так вкусно пахнет. Вот он как раз таки высох. Его надо поливать. Вот я перед отъездом обязательно его полью. Так, кто у нас так? В общем, мы еще не всех посмотрели в новой посадке. Я вот вам еще покажу детку, которую я... Много девочек хотят эту детку, но я пока себе ее оставила. Это Джулия. Джулия, которую я сняла с пенька. Шпенька. И вот смотрите, ой, какая ножка, какая прелесть, какая молодец. Да, что? А где еще? И вот, и вот, и вот. Девочки, я хочу, чтобы она крепла, чтобы она подросла. У меня на Джулии там есть пристволовая детка на моем маточнике, но я ее не могу снять. Я ее посадила очень глубоко в вазу. А это, кстати, видите, у нее вот так листики. Она сначала, когда ее отделила и высадила сюда, она прям немножко тургор потеряла. Я уж такая думаю, елки-палки. Ну ничего, потом она так вроде так начала вот корни растить. Сейчас главное корней нарастить. И я ее просто вот так ставлю. И вот эти листики вот так повыше отпираю об горшочки, чтобы они были повыше. И вот об соседний горшочек можно отпереть, вот об листик, чтобы они как бы на высоте были. Девочки многие палочки привязывают. Ну, я вот так делаю. Вот. Я думаю, что она сейчас корней до низа нарастит, и все будет у нее хорошо. Это у меня получается Джулия, детка здесь, в Плагроне, и детка от Тамары. Вот от этой красоты. Цветет, и цветет, и цветет. Она же у меня там, знаете, какую-то ерунду на шее затеяла. И у нее один лист прямо начал портиться от шеи. Почему я детку никому не отдаю? И вот я вижу, вот здесь что-то там оно продолжается. Видите? Нехорошая бяка. Ну, у меня, кстати, да, я вижу, сейчас надо будет снять, посмотреть. У меня, кстати, Тамара, обычная, классическая, развалилась. Чего я, в принципе, не ожидала. Так, здесь уже Тоша отцветает. О, чё ж, ага, вот видите, Тошка как кошка. Розочка тут моя каменная, трояндочка. И отцветает, отцветает у меня вот эта моя азиатская скрипка на два разных цветоноса. Да, надо отдыхать. И, кстати, недавно поливала, я вижу, кто-то просох, а кто-то и нет. И вот пойди знай, как себя вести. Но сюда не буду добавлять, пускай стоит. А вот сюда, наверное, надо будет добавить. И роза, вижу, там мокрая, тоже не буду добавлять. Так, ну вот это уж я вам показываю сейчас в последнее время часто.
Это наша Измаэли. Вот такая вот прелесть в летнем сарафане. Да? Прикольная. В жару вот так расцвела. Ну они тут с Тамарой так смотрятся прикольно. Тамара вообще красавица. Ну что творится с этой шеей, я не знаю. Сейчас я сниму, посмотрим. Ребята, еле сняла ее. Тетю красавицу. Вот это малеча. Это после цитокинина в прошлом году. Представляете, целый год. И вот она ж повыдавала вот такие вот страсти-мордасти. Ну вот тут что-то тоже. Будет здесь детка, не будет. И вот она, понимаете, вот в эту жару. Я сняла с нее 1 или 2 листа вот с одной стороны здесь. Главное, с одной стороны все неплохо. Вот с этой, видите, все пары листьев. А с этой стороны она что-то начала ерундистику мне показывать. И вот этот лист тоже вот. То есть что-то в шее. Ну вот. Какая-то есть проблема. Может, мне так кажется. Ну, не знаю, может, отсвечивает. Ну, явно, да, что-то желтое. Ну, сейчас надо взять, наверное, топсин опять кашу и смазать здесь. Мне бы не хотела. Не хотелось бы мне такую красоту потерять. Поэтому, девочки, я и деток придерживаю. Потому что что-то мне не нравится, что она задумала. Видите, я тут уже ее топсинила. И вроде она так высоко над грунтом, казалось бы. Ну вот растение вот так себя ведет. Можете сказать, что из-за того, что она деток вырастила, ну, не пойму. Так вот, смотрите, вот у нас с этой стороны вот этот цветонос, на нем вот только формируется детка. А где я снимала? Вот здесь еще на другом цветоносе с другой стороны детка. И, по-моему, я снимала вот здесь детку. Это какой цветонос? Короче, детку сняла, и детка, которая большая, это все с этой стороны, не с больной. А вот с этой больной стороны вот этот цветонос. Вот с этой формирующейся деткой. Вот так вот, девчонки. Но здесь все цветоносы, все цветут вот так, красивенько. Знаете, мне каких-то таких песиков-барбосиков напоминают. Ну, я не знаю, такие смешные, такие щенятки. Такая интересная вот мутация, прям вообще. Они такие плотные, рыжие. Мне очень нравится такой вариант, когда... А вот тут, смотрите, такой трое таких веселых. И мне что нравится, не было ни одного цветочка на ней, как какого-то, ну, не по сорту. Вот она полностью вот по сорту. Так, все, девчата, говорю вам обнимашки. Стоп. Еще один наш шедевр, который мы недавно пересадили. Надо же всех посмотреть. Сегодня смотрю, это вот этот наш красавчик. Ой, тоже он такой милый, я не знаю, они двое, обидва такие миленькие, такие гарненькие, видите? Смотрю сегодня вот так, думаю, ну ладно. И тут же листик пошел, нижний лист отсушивает. Но пока цветет, вижу, так, стоп. Так, вижу, что ничего не вижу. Вот это то, что вы видите, это наши отеки, поэтому не боимся. Они зимой, он так приехал. Так, ну лист пока не падает. Мне интересно, корни начали расти. Ну, вроде этот активный корень, там видно. Ну, он, по-моему, и был. Короче, пока не видно. Пока не видно. Может быть, там и есть рост корней, но пока его не видно. Вот так вот тоже он у меня высажен в большие куски коры и мха. Тоже влажненький. Какая милота. Он так долго цветет. И Тамара тоже долго цветет. И этот красавчик. Этот яркая середина, а здесь вот так. Не хватило варенья. Красота. Все, девчата. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. Для любителей хой немножко хоечек. Уже отцвела у меня эллиптика. Но не тут-то было. Вот еще у нее цветонос формирует. А что это за липкие пятна? Это что-то откуда-то капало. Да. А что? Знаете, что это капало? По-моему, нет. А что ж там могло капать?
Что здесь могло капать сладенькое? А ну, признавайтесь. Надеюсь, что-то не вредители? Да не. Это что-то капало. А, вот здесь же был цветонос сверху. Где он делся? Вот он. Или не на нем был. В общем, на каком-то, вот здесь. Где-то вот был цветонос такой, я показывала в видео. Вот здесь. И это с него нектар капал на листья. Все, фух. А то я же это, прямо напряглась. Вот, кстати, сделала веночек из собак бьюти. Видите, какая красота. Упорядочила все ее вот эти торчащие ветки. Такая красивая. В общем, девочки, сейчас все. Пока сняла орхидею, иду, беру топсин. Хуя насыпала. Уборка по пути. Беру топсин и смазываю ей вот этот бок. Почему-то с того бока она кидается листьями. Но я надеюсь, что я ее вычухаю. А здесь у детки вот только 2 корешка. А это что такое торчит? А что это такое торчит? Я не пойму. Какие-то наросты. Может, они превратятся тоже в листики и будут детки. Девочки, не знаю. Не знаю. В общем, вот такая вот красотень. Очень ее люблю. Слышала мнение, девчонки говорят, что она мне нравится, вот такая пилоричность. Не знаю, мне очень нравится. Она такая интересная, такая, знаете, кругленькая, такая аппетитная. Бобочка моя. Все, всем пока. Всем мира и добра. Всех обнимаю.